Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя, такая переходная неделя из весны в лето у меня будет. И я решила показать вам очень приятный, очень красивый, на мой взгляд, сюжет от Юлии До. Это вот такие прекраснейшие ромашки. Я думаю, что есть среди моих зрителей такие, которые помнят, как я их вышивала, как я с ними мучилась и страдала. Да, это было непросто. Если вы помните это, напишите, пожалуйста, что да, я помню. Мне будет приятно, что вы со мной с того времени, и приятно, что вы помните о том, как шли мои процессы. Да, ромашки были крайне непросты. Сюжет, как я уже сказала, дизайнера Юлии До. И в те времена, когда я вышивала эту работу, я вышивала еще по бумажной схеме. Во-первых, это уже сразу, усложняет работу. Во-вторых, я взяла рекомендовалась основа 36-го каунта, либо 18-го каунта. И я взяла Эдинбург. Это был первый раз, когда я вышивала на Эдинбурге, и мне было сложно. После этого я поняла, что вышивка на 36-м каунте это не совсем мое. Хотя я не помню, когда я вышивала свои лонгдоги, как минимум один точно после ромашек, а может быть и оба после ромашек. Я вышиваю их на 35-м каунте, но это уже совсем другая основа. Это Обелхор, Лейнен, 35-й каунт, и там мне вышивать легко. Может быть, это связано с другим фактором. Может быть, в лонгдоге там все более структурно понятно, то есть там эти рисунки, узоры, они более плотно расположены, их в принципе легче вышивать. К тому же предыдущие лонгдоги я вообще одним цветом вышивала. Сейчас у меня трехцветный тоже на 35-м льне, но это, как вы понимаете, все равно не слишком трудно, да? А что касается ромашек, здесь, конечно, цветов много использовалось, бумажная схема, опять же, и к тому же сами элементы находятся более хаотично тогда расположены друг относительно друга. И поэтому, когда мне нужно было что-то здесь отсчитывать, здесь я прямо ломала глаза. А отсчитывать здесь нужно было не так уж редко, потому что эти стебелечки, они, видите, какие тоненькие, они разноцветные, то есть там берешь один цвет, вышьешь чуть-чуть, и нужно брать другой цвет. А если где-то есть какой-то близкий похожий цвет, он где-нибудь на каком-то расстоянии находится. Потом эти элементы, да, бэкстичи, эти тоже стебли всякие длинные, тоже нужно было отсчитывать. Помимо этого здесь еще и разбросаны такие крестики, это у нас акварельный сюжет, и разброс таких крестиков. И это тоже крестики разного цвета, при том, что они здесь даже некоторые вышиваются блендами. Здесь прям даже вижу, что это оранжевый с желтым бленды такие. Есть зелененькие, есть такие красненькие, черненькие, в общем, тоже разные. И тоже нужно было это все отсчитывать. И этот момент мне дался тяжело, именно эти все отсчеты, отступы, да, от одной детальки к другой. Самая легкая часть для меня здесь была это сами ромашки непосредственно, потому что здесь начал вышивать и уже отталкиваясь от этих крестиков вышиваешь, тут все вроде бы более-менее четко, понятно и никуда не надо отступать, друг за дружкой шьешь эти крестики. Они тут близко, да, расположены. Что здесь еще было сложного? Непроста здесь, совсем непроста. Прям очень сильно непроста эта Божья коровка. Она, конечно, получилась очень классная. И вообще этот сюжет я выбрала во многом из-за этой Божьей коровки, потому что я люблю, когда в сюжетах есть какой-то такой акцент, какой-то персонаж, даже если это Божья коровка. Мне нравится, когда есть кто-то, не просто цветочки, а цветочки с Божьей коровкой. Не просто пейзаж, а пейзаж там с каким-нибудь, не знаю, собачкой, человечком, домиком или что-то такое. Здесь тоже, конечно, Божья коровка, она сыграла большую роль в привлечении моего внимания и к тому, что я соблазнилась на этот сюжет. Но вышивалась она очень даже непросто. В ней есть и петитные крестики, много. По-моему, может быть, есть какие-то
Нет, там просто именно петит, по-моему, да. Ну, а петит, представляете, петит на 36-м каунте. Ну, такое себе развлечение, я вам скажу. Что касается бэкстича, вот опять же, по самим ромашкам бэк он вышивался легко. Давайте поближе вам буду показывать. По самим ромашкам бэк вышивался легко. Он вышивается здесь черным цветом в 1 и 2 нити. Ну, в общем-то, трудностей с этим никаких особых нет. По Божьей коровке тоже черным цветом в 1 и 2 нити. Поэтому здесь у меня с бэкстичем были сложности только вот в этих отдельных веточках, и то потому, что нужно было считать. Опять же, стежки достаточно длинные, потому что линии такие довольно прямые, и поэтому тоже вот это вот направление, как бы куда там воткнуть иголку, нужно было каждый раз отсчитывать, это было не так уж легко. Есть здесь вот такой вот как раз цветочек, который вышивается во многом бэкстичем, тоже не самый простой элемент оказался. Вот эти разбросанные крестики, про которые я вам говорила, да, которые отдельно. Сейчас подниму, у меня тут хоть подложечка есть в этот раз. Вот такие разбросанные крестики. Вот здесь они тоже есть. Вот здесь все это нужно отсчитывать. Вот здесь, вот видите, черные такие крапинки. Это французские узелки. Вообще здесь французских узелков ну, прилично тоже. Они в основном расположены в серединках ромашек. И они разными цветами тоже выполняются. Желтенькие и черненькие, по-моему. Ну, 2, наверное, цветами. А, зелененькие еще есть. Вот. И некоторые французики, они как бы выпадают за пределы самого цветочка. Вот здесь тоже цветочек, который у нас с Божьей коровкой. Вот там у нее петитные пятнышки всякие. И вот здесь тоже французские узелки, они как будто выпали с этого цветочка. А так вот здесь зеленые французики, черные. И вот на этой ромашечке тоже есть французские узелочки. И вот отдельно тоже они есть, черненькие узелки. И вот здесь очень большой разброс вот этих вот крестиков. Я там где-то делала протяжки, где-то где-то делала протяжки, где-то не делала. В общем, ну, ткань такая довольно-таки плотная и не слишком светлая, поэтому не могу сказать, что как протяжки видно с этой стороны. Нет, не видно, но и не то, чтобы я их сильно много делала. Ну, кое-где есть. Результат мне нравится. Даже очень нравится, потому что получилось, ну, правда, здорово. Получилось очень вот именно как нарисованное. И эта разработка интересная по цветам. Мне нравится сочетание, которое у меня получилось с основой. Я не помню номер этой основы, но, по-моему, он называется «Нуга». Вот, смотрится хорошо. Но с тех пор я на Эдинбурге, по-моему, ничего не вышивала. И вообще как-то очень и очень не хочу что-либо вышивать на ней, на такой основе. Хотя у меня вот от этого кусочка, у меня был отрез 50 на 70. Здесь я использовала значительно меньше. И у меня еще, естественно, эта основа осталась. По размеру, по крестикам получилось примерно 20 на 30 сантиметров вот сами вот эти вот ромашки. То есть работа не слишком большая. Ну как, опять же, я не знаю, сколько здесь всего крестиков в этой работе, потому что напомню, что вышивала по бумажной схеме. И, может быть, крестиков здесь и не так уж много в общей сложности, но работа не очень легкая. После этого я думала, что я не буду вышивать разработки Юлии До, что, может быть, они какие-то сложные, но потом я поняла, что вообще дело на самом деле здесь не в сложности разработки, а в том, что основа для меня оказалась, именно сочетание сюжета с основой для меня оказалось сложным. Но я это преодолела, справилась, потом вышивала еще маленькую работку от Юлии До, ну совсем, правда, такую небольшую. Вот такое у меня было знакомство с дизайнером. Вообще у нее сюжеты очень даже есть красивые, и те, которые мне нравятся тоже. Вот такую работу я сегодня вам показала. Очень хотелось вам ее продемонстрировать, тем более, что начинается лето, и она, конечно же, очень и очень летняя. Ну а теперь давайте посмотрим, что выбрал кубик для участников игры «Вышить все», ну и для меня в их числе. Сегодня у нас 21 бросок кубика, и кубик у нас сегодня вот такой. Прошлые 2 недели у нас выпадала единичка. Я надеюсь, что все ей уже навышивались, насытились, и надеюсь, что кубик сегодня нам преподнесет что-то другое. Хотя лично я не против, и единички тоже. Ну что, поехали! Итак,
на следующей неделе мы вышиваем работу под номером 6. Так, шестерочка. Ну, шестерочки, в общем-то, довольно-таки давно не было. У меня по цифре 6 венок от Dimensions, и я с удовольствием его повышиваю. Итак, кубик выбрал работу под номером 6, и под номером 6 у меня сейчас живет венок от Dimensions. Мне кажется, с тех пор, как я его разместила под этой цифрой 6, там у меня какой-то другой был сюжет, код от Ксении Новиковой. Вот как я его закончила и туда попал веночек, так с тех пор шестерка не выпадала. Поэтому благодаря этой игре первый раз венок будет вышиваться, ну, мне так кажется. И сейчас у меня вышита вот такая часть, почти 40%, немножко меньше. И на прошлой неделе я неплохо продвинула эту работу. Я вышила вот этот вот цветочек и розочку. А теперь я буду вышивать то, что находится правее розочки, потому что левее розочки ничего не находится. А вот справа от нее находятся маленькие белые цветочки и пакет с семенами. Да, я буду вышивать именно пакет с семенами. Я видела, что некоторые девочки что-то там переделывают и вышивают, ну, что-либо другое в этой части. Меня не смущает этот пакет абсолютно. И к тому же семена — это, ну, то, что, ну, мне кажется, тоже характеризует весну, да, то есть это вот из чего потом, собственно, все вырастает. Поэтому ничего плохого в этих семенах и в этом пакетике я не вижу, и буду вышивать его. Соответственно, белые цветочки, пакет с семенами, немножко зелени. Зелень, вот это вот такой вот кусочек над вот этими цветочками. У меня будет вот здесь какая-то зелень. Может быть, вот до этих бутончиков я тоже доберусь, потому что вот как раз на прошлой неделе я вам рассказывала, что у меня осталось несколько пропущенных невышитых крестиков в розочке, именно потому что здесь они еще используются вот в этих бутончиках, и мне хочется одновременно их вышить сразу и там, и там. Ну, я думаю, что основная, да, сейчас у меня задача будет это вышивать семена, но думаю, что зелень я тоже буду вышивать сразу, потому что, может быть, даже начну с зелени, потому что, ну, здесь вот этот вот кусочек хочется тоже вышить, и чтобы уже дальше идти от него вверх. Вот здесь у меня такие планы. Пакет с семенами не маленький, поэтому крестиков, наверное, в нем будет довольно-таки много. И, может быть, вот за эту 1000 крестиков у меня получится его вышить, а может быть, даже и нет. Вот здесь у меня такие планы. Красота, красота, красота получается и вышивается тоже прекрасно и приятно. Кстати, вот тоже у меня работа на 35-м льне. И вот здесь вот основа от Leynon мне нравится. Возможно, это связано с тем, что тоже ничего сильно-то отсчитывать не надо. Хотя вот эти вот буквы, да, слова, которые вышиваются отдельно, их я отсчитываю. Мне кажется, на этой основе все-таки мне вышивать легче и проще, хотя каунт, ну, очень и очень близкий. Но это зависит еще от самих переплетений. Например, если взять даже там тот же 32-й каунт, я люблю Belfast, но не очень люблю Murano, именно за счет того, что вот Murano для меня как-то слишком плотная, и мне на ней вышивать менее комфортно. Поэтому здесь, конечно, у каждого свои предпочтения. Есть девчонки, которые наоборот, Belfast не любят Murano за то, что она поплотнее как раз, да, им больше нравится, а Belfast он какой-то такой вот рыхленький, тягучий и так далее. Поэтому здесь каждому, конечно же, свое. Ну, вот у меня такие предпочтения. Так, что я решила? Я решила, что эта неделя у меня будет еще пока тематическая. Точнее говоря, сейчас я уже продумываю планы, как что будет дальше, и думаю, что со следующей недели уже все будет выстраиваться немножко по-другому. Там я хочу ввести кое-что новенькое. Надеюсь, что будет интересно и мне, и вам. Ну, посмотрим, как будет получаться. Никто не мешает нам в любой момент это дело отменить. Но пока я хочу вот эту неделю сделать тематической, и после того, как выпал вот этот венок, у меня как-то тема очень легко в этот раз родилась. Я решила повышивать весенние процессы. У меня сегодня 30 число, у меня сегодня 30 мая, то есть, в общем-то, заканчивается весна буквально вот-вот. И я решила, что эта неделя у меня будет такая
посвященная проводам весны, и, соответственно, я хочу повышивать все свои весенние сюжеты. Это, конечно же, не значит, что я их не буду вышивать дальше летом. Буду, куда ж я денусь, но вот на этой неделе они будут более сконцентрированы. И здесь я тоже вышиваю весну, продолжаю. А какие же еще процессы я буду вышивать? Ну и, конечно же, я думаю, что вы догадываетесь, что буду вышивать я в любом случае Ягусину весну. Как же мы можем обойти эту дамочку с ее замечательным букетом из мимозы? Хотя до Ягуси, до самой я еще не добралась и доберусь, судя по всему, ну не в этот раз точно. Пока я только-только начала все-таки вышивать так нормально, активно вот эту вот полянку и буду продолжать ей заниматься. Полянка меня более-менее радует. Радует она меня больше, чем рамочка. Рамочка вышивается несложно, но как-то скучновато все-таки ей заниматься, а вот полянка, она повеселее. Хотя здесь много разных оттенков, как выяснилось, намешано, и основа по-прежнему мне не нравится, я все время придираюсь к основам, но что поделать, в какой-то момент я осознала, что оказывается основа для меня это крайне важная составляющая вышивки, что мне далеко не все равно, на какой основе вышивать. Поэтому ворчать я, конечно же, буду по поводу основы, но вышивать я тоже буду. И здесь я хочу сделать все-таки хотя бы 1000 крестиков, если получится побольше, будет, конечно, замечательно, но я не особенно на это рассчитываю, потому что все-таки, когда процесс идет вот прям вообще в кайф, тогда можешь просто даже не замечать, как пролетает время, можешь засидеться, завышиваться и сделать больше, а когда процесс идет с меньшим удовольствием, то ты больше обращаешь внимание на то, а сколько же ты вышел, а много ли тебе еще нужно там до своей 1000, например, довышивать и так далее. Ну, в общем, здесь у меня готово сейчас 24%, вышивать здесь еще прилично, почти 13 000 крестиков, поэтому работы много. Но 1000 отразится на ней позитивно, полянка продвинется и в процентах тоже, конечно же, работа прибавится. Ну, а как же иначе. Помимо Ягуси, покажу вам еще одну работу, которой тоже, надеюсь, у меня получится уделить время в начале, ну, вот в первой половине этой недели. Это янтарные птички, ночные трели янтарных птиц. Ну, мне кажется, тоже весьма весенняя работа, да, птички, трели, ну, как-то вот цветочки. Все это нам говорит о весне. И здесь у меня уже готово 42%. У меня вышит центральный элемент, и вот здесь у меня тоже вышито уже довольно много. Я почти что добралась до края. Ну и, собственно, сейчас буду тоже вышивать что-то с этой стороны. Не знаю что, потому что я не помню, какие элементы там расположены. Я помню, что у меня уже все вышито коричневыми нитками. Один из желтых тоже уже у меня на этой части полностью вышит. Много еще предстоит вышивать серым, по-моему, зеленым. Оранжевые тоже какие-то оттенки будут. Ну, в общем, я просто выделяю цвет, которым мне сейчас будет удобнее всего вышивать, потому что, опять же, здесь нужно отступать, да, отсчитывать вот эти все элементы, которые у меня, которые вы видите, они уже полностью готовы. Соответственно, чтобы дальше вышивать, мне так или иначе в любом случае придется откуда-то отступать. И я выбираю ту точку, от которой проще всего отсчитывать, от которой ближе всего отсчитывать. Поэтому вот мне нужно посмотреть будет на схему, посмотреть, где ближе всего находится следующий элемент, и вот именно его я и буду вышивать дальше. Поэтому здесь у меня план вот такой. Я не знаю, сколько у меня получится вышить крестиков в этой работе, потому что все-таки первоначально у меня будет венок, Ягуся тоже шьется не так, чтобы сильно быстро, поэтому вот этой работе крестиков сколько достанется, предположить сложно. Если достанется ей совсем мало крестиков, то я постараюсь ее еще раз взять на этой неделе. Если получится ее повышивать очень плотненько и хорошо, тогда, может быть, и не буду ее уже больше брать. Ну, в общем, посмотрим. Но эту работу я тоже буду вышивать обязательно. И у меня есть еще один весенний сюжет. Я думаю, что вы догадались, какой, но о нем мы поговорим позже, во второй половине недели. Я надеюсь, доберемся и до него. Ну, а пока вот эти 3 сюжета: венок от Dimensions, Ягусина весна и ночные трели янтарных птиц от Совиного леса у меня будут в планах. Скоро увидимся, я с вами не прощаюсь. Итак.
Так, ну что, получилось сделать не все из того, что я запланировала и хотела, но кое-что получилось. В первую очередь я продвигала венок от Dimensions по игре, и давайте посмотрим, как он у меня выглядел в начале недели. Я сделала стандартное количество крестиков, 1064 крестика у меня получилось в этот раз, и теперь работа выглядит вот так. Ну что, заметно продвижение? Должно быть заметно. Я сделала даже больше, чем ожидала, ну именно вот визуально, потому что я думала, что вот этот пакетик, который будет с семенами, потом на нем будет подписано это, он уже будет около 1000 крестиков, но оказалось, что нет. И поэтому я повышивала и зелень вот здесь вот внизу, и вот в этой части, и вот здесь тоже зелень. И даже вышила вот эти бутончики. Вот с этой стороны зеленые крестики тоже появились в этот раз. Поэтому я даже туда как бы чуть вверх продвинулась, посмотрела по схеме. Может быть, в следующий раз я еще повышиваю крестики, потому что здесь будут у меня крестики еще на буквах. Вот здесь, то есть вот эти у меня вышиты, здесь summer, лето, а вот здесь, это у нас что? Даже не знаю, от какого это слова, может быть, от весны, наверное, скорее всего, или нет. Ну, в общем, вот здесь какие-то буковки тоже есть, вот с этой стороны, может быть, вышью, и вот здесь winter тоже может быть выше. Ну и вот в этой части весенней тоже еще какое-то количество крестиков, наверное, получится сделать. Мне кажется, что весна здесь заканчивается с ландышами, и лето начинается вот уже с этих, кто это, гортензии, не гортензии или какие-то другие цветочки. Ну, в общем, лето начинается выше. Я не уверена, что я именно вот четко буду вот по этой границе вышивать, просто пока, например, даже сделать бэкстич на розочке не очень удобно, потому что вот здесь еще должны быть дальше зеленые крестики, поэтому хотелось бы, конечно, сделать немножечко побольше, повыше, чтобы можно было хотя бы розочку, семена и вот эти бутончики тоже обвести бэкстичем. Вот, собственно, в следующий раз, вероятно, меня еще пока ждут крестики. Готово 42% в этой работе. Очень классно все продвигается, все замечательно и прекрасно. Никаких проблем, трудностей, сложностей у меня с этой работой нет. Я радуюсь тому, что мое возвращение к наборам от Dimensions происходит так позитивненько. Думаю, что во многом это благодаря вот и замене основы тоже. Ну и сам процесс, он, конечно, такой, ну, как бы сказать, лайтовый, наверное, что ли, то есть в плане техник, да, что здесь просто крестики в 2 нити, нет полукреста в какое-то огромное количество сложений, поэтому все нравится, все прекрасно, все чудесно вышивается. Я вот уже подвела итоги, возможно, вы успели посмотреть мое видео о итогах за весну, и как раз получается, что по процентам, да, у меня как бы весна здесь еще не дошита, но по процентам я как раз вот в этот график уже вернулась, то есть получается, что нагнала то отставание, которое у меня немножечко было, поэтому по процентам у меня все идет классно. Конечно, жаль, что не получилось закончить весну весной, будем стремиться теперь закончить лето летом, может быть, получится. Но если нет, то все-таки главное для меня ориентировка на проценты, на то, чтобы успеть вышить эту работу в течение года. Ну и шансы у нее растут, повышаются. Опять же, если вы смотрели мое видео с итогами и планами, то вы знаете, что я решила попробовать еще одно нововведение сделать, и благодаря этому вот у веночка тоже будет больше шансов попадать в работу. Надеюсь, что он у меня будет продвигаться хорошо. Так, ну, в общем, с венком у нас все нормально. Идем по плану. И дальше. Дальше я занималась ягусей. Ягуся младшая, как у меня в комментариях пишут, старшая и младшая. Золотые ручки. Здесь я тоже норму сделала. Давайте посмотрим, как у меня выглядела работа. И обращаем внимание на правый угол, потому что все крестики сконцентрированы именно здесь. Теперь работа выглядит вот так. Вот представляете, на 1000 крестиков работа продвинулась, а визуально не то чтобы это так уж глобально заметно. Заметно, я надеюсь, но все же хотелось бы как-то, чтобы это было еще заметнее.
Что здесь? В целом в этот раз вышивалось, наверное, лучше, чем в предыдущий. Как-то, мне кажется, повеселее, пободрее. Я меньше зависала, наверное, над выбором следующего цвета, которым повышивать. Давайте я поближе этот уголочек придвину, так как я все равно им именно занималась. Почему у меня меньше времени уходило на то, чтобы выбрать следующий цвет? Я решила, что у меня здесь слишком много пропусков всяких, и нужно их зашить. Поэтому я просто брала цвет, который ближе всего где-нибудь к низу этого угла или к краю этого угла, к правому. Брала его и вышивала им одну-две ниточки, ну, то есть пока не заполняла все это пространство, видите, некоторыми немножко даже дальше ушла. И также я поднялась еще вверх, потому что вот здесь у меня тоже было не дошито. Я сначала оставила здесь крестики вверху, вышиваются в одну нить. И я их как-то откладывала, думала, ну, потом вышью. А здесь поняла уже, что у меня вот тут кусочек вышивается в одну ниточку, там 3 цвета используются в работе. И вот этот кусочек тоже вышивается в одну ниточку, те же 3 цвета. Я решила их сразу сделать. Дальше будет уже здесь Ягуся, ее ноги. Вот, собственно, вот до сюда я где-то дошла, вот этот кусочек я вышивала. И вот такие крестики в одну нитку, они будут еще с этой стороны, но до них далеко, понятное дело. Что я здесь еще сделала? Я повышивала вот этим вот голубым одуванчики. Оказалось, что здесь вокруг этих одуванчиков идут крестики ниточкой Gamma Cloud, такой серенькой, серо-голубой ниткой. В одну нить они здесь вышиваются. И я так полагаю, их начесывать не надо. Они немножко, ну сама нитка же, она все равно тоже немножко пушистая. И когда я делала вот эти вот крестики вокруг, то есть центральная часть одуванчика вышивается нитками мулине, а вокруг через один как бы крестик, так вот можно сказать, вышивается ниткой Gamma Cloud. И я сразу вот вышиваю так вокруг крестики, и одуванчик сразу становится более пушистым. Такой интересный эффект. То есть даже там без бэкстича, без, там еще будут, наверное, бисер будет здесь между Gamma Cloud, но вот пока эта пушистость придавалась за счет именно этой нитки. Что еще здесь интересного? Да уж, интересное. Я, оказывается, ошиблась довольно серьезно, наверное, можно сказать, ошиблась, но переделывать не буду, сразу говорю, не буду. Оказалось, что я вышила вот эти оранжевые цветы, тут вот оранжевые, это будущие одуванчики тоже, то есть, ну, здесь они выглядят такими желтыми одуванчиками, но у них основание идет оранжевое. Так вот, я вышила этот цвет в 2 нити, а нужно было вышивать в одну. Я не обратила внимания, мне казалось, что здесь вот полянка вышивается в 2 нити, в одну нитку крестики идут вот здесь поверху, а то, что здесь тоже что-то вышивается в одну нитку, я не заметила, к сожалению. И заметила это только в этот раз. У меня вот этот вот цветочек был вышит наполовину. И я, когда решила его дошить, выделила этот цвет и смотрю, что там написано в одну нитку. Я такая, как в одну? Почему в одну? Все же в 2 вышивается. Даже залезла в схему бумажную. Действительно, в одну. Но я решила, что я перешивать не буду. И получается, что у меня вот этот цветок и вот этот вышиты в 2 нити. Вот здесь тоже такой небольшой элементик тоже вышит в 2 нити. А вот этот цветочек и вот здесь тоже такой маленький кусочек я уже вышивала в одну. Ну, вот мне интересно, заметна ли вам разница. Если вы видите разницу, напишите, пожалуйста. Если не видите, тоже, пожалуйста, напишите. Просто любопытно. Вживую видно. Не могу сказать, что прям глобально видно, но заметно. Еще я для себя здесь с удивлением обнаружила, что мне нравится здесь вышивать крестики в одну нитку. И я думаю, что, вероятно, это связано с тем, что 18-я основа мелкая, и на ней крестики в одну ниточку ложатся аккуратнее. И мне так нравится больше. Ну, в 2, как бы, понятное дело, получается поярче, понасыщеннее, но вот в одну ниточку они вышиваются именно, вот ощущения у меня более приятные от процесса, и когда я вижу, как эти крестики укладываются ровненько, мне тоже это очень нравится. Поэтому я на самом деле получаю здесь удовольствие, вышивая в одну нитку, и жаль, что здесь таких значков не так много. Все-таки большая часть вышивается в 2. Поэтому с удовольствием здесь повышивала вот все-таки в одну ниточку. Вот здесь, когда в одну нитку вышивала, мне тоже все очень понравилось. Вот,
Здесь у меня такое продвижение. 1000 крестиков сделала и готова уже 30%. Радует то, что я уже подбираюсь к самой бабусе и гусе, потому что до этого мне казалось, что до нее далеко-далеко, а теперь получается, что вот здесь вот крестики уже к ней вплотную подошли, и вот здесь тоже, по-моему, какие-то крестики вот около ее ног тоже уже где-то близко расположены. Вот такое у меня здесь продвижение. Но я не успела, к сожалению, позаниматься птицами. Птичками от Совиного леса, янтарными. Вообще ни крестика в них не сделала. В общем-то, даже в Ягусе я с трудом насобирала эту 1000 крестиков. Как-то времени у меня было совсем мало. И я очень постаралась так не терять, знаете, там, видео монтирую, вышиваю. Вышивала Ягусю в этот раз, хотя обычно я стараюсь брать работы какие-то попроще. Но вот здесь прям старалась набрать эту 1000. Птички немножко отложились, но я надеюсь, что на этой неделе я их еще повышиваю. Чем я буду заниматься дальше? Дальше, конечно же, в первую очередь я буду заниматься тем, за что вы проголосовали на Бусти и на Ютубе. На Бусти девочки выбрали, так уверенно выбрали в этот раз, слона от Анкор. Ну, я знаю, что уже многие за него переживают, потому что это работа, в которой у меня по процентам вышито меньше всего, да, наверное, и по количеству крестиков тоже здесь у меня вышито меньше всего из всех моих сюжетов. И готова у меня пока вот только такая часть, это 5,9%. Вроде бы. Поэтому, конечно же, надо попродвигать слона. С удовольствием это сделаю. Он очень классный, очень приятный сам процесс. И идет он очень хорошо. Поэтому 1000 крестиков я здесь обязательно сделаю. Продвинем его на некое количество процентов. Не знаю пока, как быстро тут проценты прибывают. Думаю, что 2-3%, наверное, прибавится. Вот это будет первый сюжет, которым я буду заниматься. Следующий дизайн я буду выбирать с помощью ваших комментариев на YouTube. Все внимательно прочитала. Огромное спасибо вам за комплименты моей жабоньке, за варианты для ее оформления. Тоже многие поделились. И в целом спасибо вам за то, что вы пишете комментарии. Я попробовала так проанализировать, я обычно так интуитивно анализирую, да, скажем, комментарии на то, за какую работу голосуют больше-меньше. И в этот раз у меня не получилось сделать такого анализа, потому что как-то равномерненько. Я, наверное, могу сказать, за какие меньше проголосовали. Это РТО «Весна в Париже». Мне кажется, за эту работу было очень немного голосов. Может быть, за «Лонгдог» поменьше тоже. А вот за все остальные работы, мне кажется, голосов было достаточно много. И даже за категории тоже голосов было прилично. За категорию «Думай о великом и не сбавляй темп» я думала, что за категорию «Хочу финиш» вообще голосов не будет, но даже за нее был один голос, вот так вот неожиданно. Там всего одна работа находится, поэтому, конечно же, если она выпадет, то тут автоматически, получается, выбор сделан. Ну что, пойдемте выбирать задания из ваших комментариев и посмотрим, что же меня ждет еще на следующей неделе. Вставляем ссылку, загружаем видео. И так, картинка у нас сегодня не загружается. Ну, видимо, сегодня без картинки. Ну что, поехали, выбираем. Выбираем. Интересно, что же меня ждет. Может, рулеточка выпадет, например. Было бы любопытно. Так, поздравляю с финишем. Давайте я посмотрю, кто это у нас такой, солнышко такое. Солнечный лучик. Так и звучит ник. Поздравляю с финишем, голосую за «Весну в Париже» или «Жирафов». Сложный выбор. Хочу и то, и другое. Как же быть? Я знаю, как быть. Сейчас все расскажу. Спасибо большое солнечному лучику за комментарий и за выбор. И вот, я выбрала «Жирафов» из этих двух вариантов. Я думаю, что многие даже догадались, почему. Но сейчас поговорим о жирафах. Итак, у меня здесь готово 68%, что уже очень даже хороший результат. Я могу немножечко работу сместить вниз и думаю, что
сделаю это, потому что мне так будет удобнее. В этой части все вышито. У меня тут вверху на самом деле не так уж там далеко до края работы, поэтому, наверное, постараюсь сделать так, чтобы у меня край уже помещался полностью. То есть, чтобы я видела уже все, что мне остается сделать, да, чтобы визуально тоже край работы у меня где-то был виден. Здесь мне предстоит наилегчайшая часть, хотя здесь зависит от того, с какой стороны я буду вышивать. Если я немножко сдвинусь вниз, то я могу вышивать, либо продолжать эту часть с небом, либо вышивать вот эту часть с деревом. Наверное, я буду продолжать часть с небом, пока мне как-то вот, когда смотрю на эту работу, хочется еще здесь повышивать, позаполнять вот эти вот пропущенные моменты. Ну, как-то ощущение, что все-таки с этой стороны у меня чуть дальше вышито, и хочется вот эту тоже часть подтянуть как бы. Поэтому, возможно, я буду заниматься исключительно полукрестом, и за счет полукреста, я думаю, продвижение будет визуально очень хорошо заметно. Если я здесь сделаю 1000 крестиков, это, соответственно, 2000 полукрестиков, вероятно, это должно отразиться на работе, ну, прям очень-очень хорошо, именно вот с визуальной точки зрения. Вот здесь у меня план такой. Ну и получается, что буду я вышивать 2 сюжета от Анкор друг за другом. Сначала слона, потом жирафов. И как раз получается, что у меня и в одном случае, и в другом все идет очень легко. Не всегда так бывает с Анкором, но вот сейчас как раз такие у меня здесь этапы. И там все просто и легко. Но я не хочу забывать о теме этой недели, а именно о весне. Поэтому я все же попродвигаю птичек. Напоминаю еще раз вам, как они выглядят, хотя, наверное, вы не очень-то забыли. 42% у меня готово, и хорошо они продвигаются. Ну и я вам говорила, что у меня есть еще один сюжет на тему весны, и, конечно же, это «Весна в Париже». Вот этот сюжет, у него тоже в названии даже есть слово «весна», поэтому тоже очень хочется повышивать его на этой неделе. Здесь у меня готова вот такая часть. Это уже 20% от всей работы, и я начала заниматься платьем девушки, собственно, им я и буду продолжать заниматься. Полукрестом я пока вышивать особенно не планирую, разве что, как и вот эти синие полукрестики, если у меня какой-то цвет останется в иголке, и он будет использоваться в полукресте. Ну вот здесь получилось именно так. А в основном я хочу сосредоточиться на вот этой нижней части, на платье девушки. Ну, кусочек здесь будет платья, судя по всему, у меня виден. Тоже хотелось бы, конечно, мне эти работы продвинуть каждую на 1000 крестиков. Может быть, даже и получится, с учетом того, что анкоровские сюжеты, которые я буду вышивать, они вот на таком легком этапе, возможно, они будут у меня быстро продвигаться, потому что когда все легко, у меня скорость очень даже хорошая. И есть шансы, что я буду успевать делать больше, чем обычно, чем стандартно. Вот эта работа тоже очень простая, этот сюжет тоже легкий. Но я все же буду делать так. Я вышью по 1000 крестиков в тех дизайнах, за которые вы проголосовали, а оставшееся время, я примерно уже понимаю, сколько у меня времени остается на вышивку, я постараюсь разделить поровну между вот этими 2 работами и повышивать каждую из них. Ну и так как я понимала, что я весну в Париже буду вышивать, поэтому я из комментария на ютубе выбрала жирафов, потому что пусть жирафы тоже продвинутся, ведь мне хочется их вести к финишу, поэтому мне кажется, будет здорово, если продвинутся все вот эти работы. Вот такие планы. Как всегда, довольно грандиозные планы. И надеюсь, что получится у меня их осуществить. Буду к этому стремиться. Ну а что выйдет в итоге, скоро узнаем. Итак, что у меня получилось? Начнем с слоника от фирмы Анкор. За него проголосовали девочки на Бусти. Давайте посмотрим, как он у меня выглядел. Я до этого вышивала совсем немного. У меня там было вышито 5,9%. И теперь мой слоник немножко преобразился, выглядит вот так.
Сделала я здесь 1013 крестиков, то есть, в общем-то, норму только-только, но продвижение заметно очень хорошо. У него уже появилась вторая нога, более так плотненько оформился хобот, и немножко вот этой ноге тоже немножко крестиков перепало. Но вот это прям она выросла, да, то есть понятно, что она еще не полностью вышита, но она уже отчетливо читается, и вот здесь уже хорошо прослеживается, как мне кажется, слон, да, то есть как вот он идет, то есть это нога в упоре, это нога поднята, согнута, хобот, то есть уже мы видим, что же здесь такое изображено, что же здесь получается. Получается здорово, вышивается прекрасно, очень классный, кайфовый процесс. И вышивала я, по большей части одним цветом, наверное, это заметно. Вот здесь много вышито одним цветом. Потом уже начала я добавлять вот здесь другой цвет. По-моему, вот двумя, наверное, общей сложности повышивала, мне кажется. И вот уже такое замечательное продвижение. Вообще, изначально я думала, когда открыла схему, у меня был выделен уже вот этот вот цвет. Я думала, что я полностью вообще им 1000 навышиваю, потому что его очень много, и тут дальше его будет много. Но немножко на расстоянии он оказался, поэтому я решила не рисковать, не отсчитывать ничего. И лучше заняться этой ногой и взять вот следующий цвет. Хобот тут тоже закрыла немножечко. Поэтому вот сосредоточилась, получается, по большей части на вот этой ноге. Ну и, наверное, хоботе, можно сказать. Вот такое здесь продвижение. Все классно, мне все нравится, все легко, просто, замечательно и удивительно. И после слона я взялась за жирафов. Закат в саванне тоже от фирмы Анкор. Давайте на них посмотрим, как они у меня выглядели. Здесь, правда, картинка сейчас немножко изменится, потому что я переставила раму, и теперь работа выглядит вот так. Но я полагаю, что вы заметили продвижение и заметили, как у меня преобразилось небо. Занималась я, конечно же, небом, но чем здесь еще заниматься, потому что осталось практически только небо. Хотя, может быть, в следующий раз я и до дерева тоже доберусь, как знать, но вот пока занималась только небом, и вот здесь тоже вышивала по большей части одним цветом. Ну, не только им, но вот все-таки основная часть крестиков, полукрестиков в данном случае, была сделана вот таким вот, ну, не знаю, бордовым, каким-то кирпичным таким оттенком цвет. Вот им много вот здесь полукреста, им же я вышивала полукрест вот здесь, вот, ну, в общем, везде. Практически я повышивала полукрест этим цветом. Можно было и дальше идти, то есть этого цвета действительно здесь много. Вот дальше в дереве тоже там продолжается этот цвет, но я решила, что по моему опыту, скажем так, мне больше нравится, когда вышито сначала крестики, а потом вышиваются полукрестики, которые расположены рядом, особенно если они намешаны, а там есть такое, ну, типа шахматки какой-то, то есть вот этот полукрест, он как бы через деревья, через ветки, через листья просвечивает. И вот в этих случаях, на мой взгляд, полукрест лучше укладывается, лучше выглядит, когда он сделан после вышитых крестиков. Поэтому я туда не пошла, сосредоточилась вот на вот этой полоске. Но вот в следующий раз, не знаю, может быть, я еще повышиваю вот здесь вот полукрест. Вот, как вы видите, здесь у меня теперь пропуски тоже есть. И дойти до того момента, когда закроются головы жирафов, может быть, вот сюда пойти. А может быть, все-таки пойти в крестики и вышивать дерево. Ну, в общем, ладно, это мы посмотрим по настроению, когда до туда доберемся. Готово у меня теперь здесь уже 71%. И ну, классно же, да, уже работа прям близится к финишу. Это просто замечательно. В общем, этим работам, дизайном от Анкор 2, досталось больше всего крестиков в этот раз, потому что вы за них голосовали. Остальные работы, 2 еще, я вышивала уже по остаточному принципу, и им повезло немножко меньше. Вышивала я птичек от совиного леса, янтарных. И давайте тоже взглянем на них, посмотрим, как они у меня выглядели. Конечно же, они у меня тоже подросли. Получилось сделать, ну, почти 800 крестиков у меня здесь получилось сделать, 794. И теперь работа выглядит вот так.
Что здесь появилось? Ну, наверное, вы заметили, что появились всякие вот эти разные зеленые элементики. На самом деле вот эти вот 800 крестиков я почти что полностью вышивала зеленым цветом. Исключение составляет вот эта маленькая такая серая веточка. Я ее вышила исключительно для того, чтобы добраться до вот этих зеленых крестиков. Потому что получилось так, что как раз все зеленые элементы, они были расположены удобно, их было удобно вышивать. Каждый из них можно было легко начать, отступив буквально пару крестиков от уже вышитых элементов. Поэтому я вышила сначала вот эту часть, потом отсюда отступила этот листочек, вышила, и этот листочек вышила, и эти листочки вышила. Вышила даже вот эти крестики, здесь будет дальше следующий цветочек. А вот до сюда было считать, ну, побольше, то есть это уже для меня критичная такая история, поэтому я решила здесь сделать серую вот эту веточку и дошить вот эти зеленые крестики, чтобы у меня уже полностью на этой части зеленый цвет был вышит. Вот к этому я в этот раз, получается, стремилась, хотя изначально не знала, что я к этому буду стремиться, но так получилось. И мне осталось, что здесь сделать? Мне осталось вышить серым цветом, тут еще приличненько, и, наверное, двумя вот этими желтыми цветами, желтым и оранжевым, еще будут цветочки. Что-то, по-моему, вот здесь будет немножко, вот здесь точно будет цветок. Вот эти, наверное, серым тут добавятся листочки. Вот здесь тоже думаю, что что-то будет, но точно не помню. Вот, то есть с этой стороны работа у меня уже почти готова. В процентах получилось, что до 49% я добралась, то есть немножко до 50% не хватило, но я не стала здесь сильно упираться, потому что решила, что все-таки весну в Париже от РТО я тоже повышивать хочу. Ну и давайте посмотрим на весну от РТО. Сейчас вы видите, как работа смотрелась до этого подхода. Ей повезло меньше всего. К сожалению, мне очень жаль, но получилось сделать всего 657 крестиков. И теперь работа выглядит вот так. Продвижение здесь, конечно же, заметно. Заметно оно, в частности, благодаря крупному каунту и соответствующим крестикам. Да, здесь 14-я основа. Ну и тому, что я не сильно распылялась, а так сконцентрированно вышивала вот эту часть. То есть вот здесь как-то так получилось, что я начала вышивать вот отсюда. Здесь какие-то были, ну, такие более яркие вот эти крестики. И потом, как продолжение, вот знаете, как будто мазки один за другим накладываются. И вот ты делаешь один мазочек, потом рядом другой мазочек, потом следующий. Они есть более тоненькие, есть более широкие. Ну, в общем, вот как-то так. И мне очень нравилось это вышивать. Очень классно вышивалось, очень легко и просто. Но вот времени, к сожалению, было маловато, чтобы продвинуть эту работу побольше. А так мне очень, конечно, хотелось. И я в основном вышивала вот эту часть. Ну, вот здесь вот, видите, какие-то еще дополнительные крестики появились. И где-то, ну, вот здесь тоже немножечко каких-то крестиков я добавила, но это я дошивала нитку. Полукрест вот этот опять же вышла, тоже дошивая нитку. Но в основном была сосредоточена на вот этой части и такое продвижение, то есть видно уже вот этот элемент платья. Интересно, что когда я вышивала, я такая вспоминала картинку, у меня перед глазами превью не было, я думаю, интересно, белое платье вышивается. Оно, конечно, может быть не совсем белое, да, хотя непонятно, какого оно цвета на самом деле, может быть и белое. Вот. Может быть, какой-нибудь голубоватого такого оттенка. Ну, в общем, все равно, когда я вышивала вот этими темными особенно цветами, еще не дошла до вот этих вот серых, я такая думаю, интересненько, интересненько. Вроде там совсем светлое платьишко, а вышиваю я такими темными цветами. Но я знаю, что такой эффект бывает. Знаю, что когда вышиваешь особенно каких-нибудь белых зверей, там, не знаю, волки, павлины, еще что-то, я видела, слышала от девочек, которые вышивали такие сюжеты. Иногда там белого цвета нет вообще. То есть вышиваешь какими-то серыми, зелеными, там, не знаю, синими, а в итоге получается белый зверь. Вот такой вот парадокс. Так, ну что ж, такие у меня продвижения. В общей сложности за эту неделю у меня получилось сделать 5571 крестик. Не супер вау результат, но в целом тоже я довольна. Успела повышивать
6 процессов, некоторые из них даже очень славно продвинулись, какие-то чуть меньше, но тоже продвинулись, что замечательно. Поэтому не могу сказать, что я как-то расстроена. Все хорошо. И что у меня сейчас по коллажу? В коллаже у меня по-прежнему 10 процессов. В категории «Хочу финиш» единственные янтарные птички, и там они еще и останутся, видимо, в единственном экземпляре какое-то время. Не сбавляет темп категория. Здесь, значит, у нас «Северная сказка» и «Имбирные снеговики» не вышивались на этой неделе. И «Гусина весна» повышивалась, но там еще вышивать 11 800 крестиков примерно. Ну, кстати, вот жирафы. Жирафы, в них теперь остается вышить 7900, около того, там чуть-чуть меньше. И, соответственно, если их еще хорошенечко повышивать на мою вот эту норму в 1000 крестиков, то они уже составят компанию янтарным птичкам финишной категории. Было бы здорово, я думаю. Дальше категория «Думай о великом». Здесь у нас Баба Яга, тоже такая, намылилась уже в соседнюю категорию, но на этой неделе она не вышивалась. Long Dog тоже я не трогала. Продвинулся венок от Dimensions. Здесь осталось вышивать меньше 20 тысяч крестиков, 19 800 примерно, но все равно уже меньше 20 тысяч крестиков. И «Весна в Париже» тоже достигла такого же примерно результата. Там осталось вышивать 19 500, где-то так. То есть тоже меньше 20 уже осталось. Прекрасно. И слон от Анкор, в нем вышивать еще 25 тысяч с половиной крестиков. И вот эта работа, в которой вышивать больше всего, если мы не считаем лонгдог. Лонгдог идет отдельной такой категории, можно сказать. Так что вот такие у меня сейчас процессы, результаты. И я так посмотрела, думаю, ну, в общем-то, хоть у меня работы сейчас много больших работ, но они уже на таких стадиях, когда это не выглядит страшным. Ну, то есть, когда в работе остается меньше 20 тысяч крестиков, у меня уже как-то ощущение, что работа начинает заканчиваться. Да, то есть, ну, на начальном этапе этого процесса, ну, она уже как-то туда идет. И получается, что у меня, кроме, опять же, лонгдога, только слон, в котором вышивать 25 600 крестиков, но он вообще так прекрасно вышивается, он так легко идет, то есть я понимаю, что его стоит только в работу брать. Вот он будет лететь. У меня ощущение, что он просто будет лететь. По крайней мере, пока я до бэкстича не доберусь, а там посмотрим. Ну вот в крестиковой части он очень классный. Ну что ж, это все мои работы. Я надеюсь, что видео вам понравилось, что вам было интересно посмотреть на мои продвижения. Со следующей недели у нас немножечко поменяется схема выбора процессов. Ну, по крайней мере, добавится еще одна история. И я надеюсь, что тоже будет интересно. Если вам видео понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Конечно же, голосуйте за ту работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе, потому что иногда даже один голос за какую-то работу он может выпасть. Например, когда я вам говорила про то, за что вы больше всего голосовали, меньше всего голосовали, я сказала, что меньше всего голосовали, например, за «Весну в Париже» от РТО. А выпал комментарий, в котором эта работа упоминалась. Так что обязательно высказывайте свое мнение, таким образом вы увеличиваете шансы на завершение своего любимчика. Ну или не любимчика, так тоже иногда голосуют. Ну а я благодарю вас всех за просмотр, надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Не знаю, успею ли я сделать видео о новинках, как-то со временем совсем-совсем туго, но... В общем, посмотрим. Если оно появится, то вы получите уведомления, если, конечно же, подписались на мой канал и нажали на колокольчик, чтобы получать те самые уведомления. Также хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам на Бусти за поддержку. Это тоже безумно приятно. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам доброго. Пока-пока.